Если вы досмотрите сегодняшнее видео до конца, это значит, что вы, ну не знаю, фанат фонетики. Я вам предлагаю вместе почитать названия станций московского метрополитена. Чтобы из этого получилась прям такая настоящая тренировка произношения, предлагаю вам повторять за мной названия этих станций. Если вдруг вы впервые на моем канале или недавно на моем канале, давайте немножечко познакомимся. Меня зовут Мария, я преподаю русский язык иностранцам. Чем вам может быть полезен этот канал? Во-первых, если вы откроете Channel Guide, такой гайд по каналу, гид по каналу, то вы увидите ссылки на мои видео в нужном порядке. Если вы будете смотреть видео на моем канале в том самом порядке, то у вас сложится полное представление о русской фонетике. Конечно, в этих видео на YouTube нет столько примеров и столько секретиков и столько упражнений, сколько я обычно даю своим студентам, но вы уже можете изучать русское произношение самостоятельно. И я знаю людей, которые просто посмотрели мои видео, много видео на моем канале, и уже хорошо, прямо неплохо разбираются в русской фонетике. Если вы все-таки хотите потренироваться, не просто знать теорию, но еще и пробовать произносить что-то по-русски, и хотите узнать, получается у вас или нет, совсем недавно я открыла Russian Shadowing Chat. Это чат в Телеграме, где каждую неделю я предлагаю какую-то русскую фразу, и ее нужно повторить, а затем я даю обратную связь. Участники этого чата довольны, тренируются, каждый понедельник получают новый и новый челлендж. Кто-то углубляется в русскую фонетику, кто-то просто тренируется один раз в неделю, потому что нет времени. Кроме того, заходите в мой инстаграм, там в сохраненных историях, в таких кружочках, вы можете найти конкретные кейсы с моими студентами и посмотреть, каких результатов они уже достигли. Так, ну что, давайте начинать. Я открываю приложение метро. Для вас я выведу на экран карту московского метро. Как вы можете заметить, станций очень много, очень много. И изначально у меня была идея устроить такой челлендж не только для вас, но и для меня, и прочитать просто все названия станций. Но потом я решила этого не делать. Я решила вас провести только по Садовому кольцу, точнее внутри Садового кольца. И, кстати, с этого понятия давайте-ка и начнем. Садовое кольцо. Что это такое? Это самый центр Москвы, самое сердце Москвы. И на карте московского метро тоже можно увидеть примерно Садовое кольцо. Вот внутри Садового кольца мы с вами и будем сегодня кататься. Так, ну что, поехали в прямом и переносном смысле. Давайте с вами начнем со станции Комсомольская. Именно на этой станции у меня находился университет, в котором я училась в бакалавриате. Ну, тот факультет, где я училась, находился там, на станции Комсомольская. И именно оттуда я езжу в свой родной город. Итак, Комсомольская, Комсомольская. Прекрасное слово для тренировки редукции. Ударение падает на третью букву О, а первые две буквы вообще не читаются как О. Они читаются как ком, третья степень редукции, комса, ненапряженное такое, комсомольская, кая в конце. Окончание тоже безударное, тоже редуцируется. Так, куда мы поедем? По кольцу
или по красной ветке. Не знаю, ну давайте по красной ветке поедем с вами. Давайте. Красная ветка, наверное, моя самая любимая. Давайте, осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красные ворота. Красные ворота. Красные ворота. Тоже прекрасный пример редукции. Красные, красные, окончание без ударения. Ворота, ворота. Ударение на второй О, а первый О превращается в ненапряженный ворота, ворота. Ну а последний гласный звук редуцируется совсем, становится совсем таким коротким, практически шуа, ворота. Следующая станция — Чистые пруды. Чистые пруды. Ой, там очень красиво. На чистых прудах есть действительно пруд, и такой водоем, и парк, и там очень красиво гулять. Вот там я работала, на чистых прудах в том числе. Ну, чистые пруды, Китай-город, где-то между находился корпус Высшей школы экономики, где я работала. Чистые пруды. Чистые пруды. Здесь давайте обратим внимание не на редукцию, а на согласные звуки. Вот это уже трудно с точки зрения согласных. Чи, чи, ч, мягкий в русском языке. Ч. Это значит, что масса языка продвигается вперед, кончик смотрит вниз. Чистые. С т уже твердые, да? Обратите внимание, никакого придыхания нет. После т никакого придыхания. Чистые, чистые, чистые. Здесь не бойтесь этого звука потому что он там не произносится так сильно, он становится коротким, еле заметным. Чистые, 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 чистые пруды, пруды, пруды. Тут обратите внимание на звук У. Все те, у кого родной язык американский, английский, например. Ну и не только, французский тоже, например. Обратите внимание, что русский звук У — это задний звук, то есть масса языка оттянута назад, а не вперед. Не должно быть прю, пру, оттягивайте язык назад. И в слове пруды, конечно же, звук присутствует в полной красе, потому что он под ударением. Чистые пруды. Здесь можно сделать пересадку на станцию Тургеневская и Сретенский бульвар. Сегодня очень хорошо оттренируем звук С и Ц и ТС. В общем, ребята, готовьтесь. Тургеневская, Тургеневская, Тургеневская. Обращайте внимание на то, что после ударения все редуцируется. Тургеневская, Тургеневская. Вот это сочетание согласных звуков в с к читается на самом деле как вск, вск. Тургеневская, Тургеневская. Сретенский бульвар. Сретен, мягкий, нский бульвар. Ля, бульвар. Ля мягкий, палатализованный, да. Кстати, если вы действительно впервые на моем канале, и вы сейчас думаете: господи, о чем она говорит, что такое мягкие, что такое глухие, звонкие, что такое редукция и так далее, пожалуйста, пожалуйста, откройте гайд по каналу, про который я сказала в самом начале, да. Посмотрите, там есть видео, в которых я все это объясняю подробно. Сегодня мы с вами тренируемся. Я просто обращаю ваше внимание на какие-то трудности. С чистых прудов мы с вами поедем на станцию Лубянка. Лубянка, Лубянка. Отличное слово, чтобы тренировать русский твердый звук Л.
Лубянка. Потому что в русском звуке Л очень важная есть деталь. Задняя часть языка должна быть оттянута назад. Лубянка, Лубянка, Лубянка. И там, кстати, я тоже работала. Там находится центральное здание университета, в котором я училась и работала. Кузнецкий мост. Очень сложное сочетание. Звук «зя» будет мягким здесь. То есть вы скажете не кузнецкий, кузнецкий, а кузнецкий, 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 кузнецкий. Попробуйте, так легче на самом деле. Да, то есть мягкий звук «не» повлиял на звук «з». Вообще со звуком «з» и «с» такое часто происходит. Он часто впитывает мягкость от соседнего звука. А «ц» уже твердый, остренький, твердый, короткий такой, кузнецкий, кузнецкий. Кузнецкий мост. Ой, дальше, ну самое-самое, вот начинается самый-самый-самый центр. Едем к Кремлю прямо. Следующая станция — Охотный ряд. Охотный ряд. Охотный, редукция. Ага. Первый О читается как ненапряженный А. Охотный, охотный. Ряд. Ряд. Что происходит в конце? Оглушение. Мы не произносим ряд. Потому что д, звонкий звук, и если он стоит в конце слова, если буква такая стоит в конце слова, то мы произнесем глухую пару. Ряд, ряд, ряд. Ну там, что у нас там находится? Кремль, друзья, Кремль. Вообще, я вам сейчас посоветую маршрут по Москве. Сейчас такая небольшая остановочка. Расскажу вам, как очень красиво можно погулять по Москве. Красиво и недолго. Вы ходите на станции Третьяковская и пешком идете через реку, как раз через мост, и там будет шикарный вид на Кремль. Это любимый мой путь вот по Москве. Ну нет, не любимый, там есть еще. Есть еще один путь, вот как раз как я ходила в университет. Я выходила на станции Китай-город, брала кофеек и пешком шла до своего корпуса. Охотный ряд. Пересадка на станцию Театральная и Площадь Революции. Какие слова классные. Театральная, театральная, театральная. Ударение на третий гласный звук. Да? Это значит, что первые два гласных звука редуцируются. Театральная, 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 театральная. Площадь Революции. Площадь, площадь. Ударение на О. И посмотрите, во что превращается А. Вот мы пишем площадь, но произносим площадь, площадь, эть. Т в конце, да, тоже мягкий, мягкий и глухой. Площадь. Площадь Революции. Площадь Революции. 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 Следующая станция — библиотека имени Ленина. И там у нас что? Правильно, библиотека имени Ленина. Именно, да, там она находится. Туда я тоже ездила, когда училась на филологии. Библиотека. Тя будет мягкий. Обратите внимание. Библиотека, библиотека, библиотека имени Ленина. Мягко, мягко, мягко. Да, практически все. Библиотека, твердо. Носители немецкого, носители французского, внимание, да, в слове библиотека, к, твердый звук. Это не к.
То есть оттяните язык еще назад, да? Задняя часть языка работает там, где-то сзади, а не в середине. Не должно быть библиотека, да? Библиотека. Здесь у нас пересадка на станцию Александровский сад, Александровский сад, Арбатская, Арбатская, обратите внимание, т, с вместе произносится как ц, Арбатская, Арбатская, Арбатская. И Боровицкая, 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 Боровицкая. Опять пишем боро, никаких о мы там не слышим на самом деле. Боровицкая. Следующая станция Кропоткинская, 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 Кропоткинская. Надеюсь, вы там повторяете за мной. Что-то я не помню. У меня никаких ассоциаций с этой станцией нету. Наверное, потому что я уже спала, когда доезжала до этой станции. Следующая станция — Парк культуры. Парк культуры. Если мы медленно произносим это название, то получится, конечно, два слова: парк культуры. Но если мы произносим это название так слитно, то получается парк культуры. Парк культуры. Делаем такую небольшую паузу на «к», да, и сливаются эти два слова. Парк культуры. На станции Парк культуры находится парк Горького. Тоже очень красивое место, шикарное просто место. Давайте с вами поедем по кольцу немножко. Не хочется мне вот идти как-то по порядку, давайте вот действительно путешествовать по Москве. Мы, значит, со станции Комсомольская доехали на станцию Парк культуры. А сейчас давайте поедем по кольцевой линии, по коричневой ветке, на станцию Киевская, 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 Киевская. Там находится Москва-Сити, кстати. Ну, на Киевской, в деловом центре, вот где-то там. Ладненько, поехали дальше. По кольцу сейчас едем. Краснопресненская. И пересадка на станцию Баррикадная. Там зоопарк, Московский зоопарк. Тоже очень любила я это место. Когда я училась в школе и еще не жила в Москве, каждый год мы ездили туда с родителями на мой день рождения. Когда я училась в Москве, я помню, один раз прогуляла пары, и мы с друзьями пошли в зоопарк. А когда я работала уже и тоже жила в Москве, ну просто вот летом один раз в зоопарк обязательно я ходила. Люблю очень зоопарк. Ладно. Краснопресненская. Краснопресненская. Еще одно длинное слово, которое нам очень помогает тренировать редукцию. Краснопресненская. 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 Кстати, здесь «с» опять впитывает мягкость от звука «не». Краснопресненская, сненская, Краснопресненская. Баррикадная. Смотрите, пишется с двумя «р», но на самом деле не нужно там произносить «р». Мы не говорим «баррикадная». Нет. Баррикадная, 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 баррикадная. Куда же мы с вами дальше-то поедем? Ну, давайте поедем. Знаете что? Давайте поедем сейчас немножечко по фиолетовой ветке. По фиолетовой ветке вправо на станцию Пушкинская. Пушкинская. Твердый звук ш. Пушкинская. 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 Пересадка на станцию Тверская и Чеховская. Пушкин, Чехов, все тут вместе, да?
Ну, Тверская — это очень широкая, большая улица, главная, одна из главных улиц Москвы, по ней очень красиво гулять. Чеховская, Чеховская, опять нам попадается звук Ч. Вообще вот почему люблю названия станций метро и люблю использовать их для тренировки фонетики, потому что здесь можно встретить все самые сложные звуки и самые сложные сочетания. Такое ощущение, что станции метро название станции метро придумывали фонетисты специально для тренировки вашего произношения. Чеховская, Чеховская, Чеховская. Опять вот это сочетание ВСК читается на самом деле как ВСК. Чеховская, 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 Чеховская. Тверская, Тверская. Е редуцируется. Е не читается как Тверская. Мы говорим И. Тверская, Тверская. В первой позиции до ударения, да, то есть это первый предударный слог, то Е читается как И. Тверская, Тверская, Тверская. Давайте мы сделаем пересадку на Тверскую, на зеленую ветку и поедем на станцию Маяковская. Маяковская, Маяковская. Очень люблю эту станцию. Она красива и внутри, и снаружи. И именно на станции Маяковская, по-моему, находится квартира-музей Булгакова. Музей-квартира Булгакова. Я там проходила практику, когда училась на филологии. Вот. Кто читал «Мастера и Маргариту», кто читал Булгакова вообще, кто знает, слышал, поднимите руки. На этой станции еще, знаете, что есть? Качели. Качели. Выходишь на улицу, и около станции прям большие качели, много-много. Следующая станция по зеленой ветке — Белорусская. 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 Ударение на У, русская. Да? О читается как ненапряженный А. Бела. А вот Е читается как совсем короткий, ненапряженный, неясный, я бы даже сказала, да, белорусская. Чем дальше от ударения, тем короче гласный звук. Белорусская. На Белорусской, кстати, находится вокзал, откуда я ездила в общежитие. Вот так вот интересно. Да, я, когда училась в Москве, я жила в общежитии, но общежитие у нашего университета находилось не в Москве, да, не в центре Москвы, а в пригороде. То есть нужно было еще садиться в поезд и ехать еще минут 30-40 до Одинцова. В Одинцово находилось общежитие наше. Следующая станция, ну давайте опять вот мы возвращаемся на кольцо. Новослободская, Новослободская, Новослободская. Опять редукция. Новослободская. Обратите внимание, что Д оглушается, становится Т, да? А ТС, как мы с вами уже обсудили, превращается в звук Ц. Получается Новослободская. Новослободская. Если не понимать, как работают правила русского произношения, то можно посмотреть на слово и в метро ожидать от диктора, что она произнесет Новослободская. Но на самом деле она скажет Новослободская. Разница есть, да? Чтобы узнавать слова на слух и чтобы самим правильно произносить, и нужно заниматься произношением, дорогие мои. Да. Менделеевская. Менделеевская. Отличное слово, чтобы потренировать редукцию Е. Менделеевская. Да? Все Е, которые не под ударением, превращаются в И. И отличаются они краткостью и напряжением.
Менделеевская, Менделеевская, Менделеевская. Опять два гласных звука вместе. И вообще в медленной речи мы бы с вами сказали Менделеевская. Ну нет, никто бы так не сказал. Только вот учитель русского языка, который хочет максимально медленно произнести слово. Только в этом случае вы можете услышать Менделеевская. Но в естественной речи никакого «е» там не будет. Не будет. Эти гласные звуки сливаются, превращаются в такой дифтонг. Леевская, Менделеевская, Менделеевская. Следующая станция — проспект Мира. Проспект, да, проспект Мира, проспект Мира. И следующая опять Комсомольская, откуда мы с вами и начали наше путешествие. Ну давайте сделаем все-таки кружок по кольцу, и таким образом получится, что мы с вами прочитаем практически все названия внутри Садового кольца. Комсомольская, после Комсомольской идет станция Курская, Курская, Курская. Если выйти на станции Курская и пойти в сторону моего университета, где я училась на филологии, то можно найти очень вкусные круассаны и кофе. Обращайтесь, я вам расскажу вообще, как ходить, где ходить. Ну нет, кстати, нет, я вот сейчас хвастаюсь. Я вообще удивлена, что я столько помню и так ориентируюсь в пространстве. Я удивлена, потому что все те года, что я жила в Москве, мне казалось, что я топографический кретин. Ну, знаете, вот люди, которые не ориентируются в пространстве. Вот мне всегда казалось, что это про меня. Я как-то не особо знала вообще места в Москве. Знала только вот куда мне нужно, и все. Но вот оказывается, за несколько лет жизни в столице накопилось большое количество мест, куда мне нужно было. И в итоге я как-то плюс-минус даже могу посоветовать, куда пойти. Пересадка на станцию Чкаловская. Ч мягкий, К твердый. Язык совершает путешествие, длительное путешествие внутри рта. Ч — масса языка впереди, кончик внизу. К — масса языка уходит назад. Чкаловская, Чкаловская, Чкаловская. Следующая станция Таганская. Таганская, Таганская, Таганская. Переход на станцию Марксистская. Фу, давайте-ка потренируемся с этим словом. Марксистская, марксистская. Смотрите, что здесь получается у нас. Мы пишем с, т, с, к. Опять неудобно как-то. В итоге русские люди начали произносить просто долгий звук с. Марксистская, марксистская. Давайте свернем с этой станции на желтую ветку и доедем до станции Третьяковская. Третьяковская. Очень люблю это место. Там тоже просто очень красиво. И там у меня были танцы. Третьяковская, Третьяковская, Третьяковская. Ударение на О. Все, что после ударения редуцируется. В превращается в звук Ф. Третьяковская, Третьяковская. И смотрите, точнее слушайте внимательно, что происходит с гласными Е и Я. Я не говорю Третьяковская, я говорю Третьяковская, 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 Третьяковская. А если мы поедем по оранжевой ветке, то доедем до Китай-города. Китай-город, Китай-город, Китай-город. Здесь из сложного только, пожалуй, оглушение «д». Китай-город. Ага, станцию Октябрьская я еще пропустила. Она у нас внизу, на кольцевой ветке, но внизу.
Октябрьская, Октябрьская. Хочу ее упомянуть, потому что это все-таки созвучно с месяцем октябрь, и полезно уметь его произносить, да? Октябрьская, Октябрьская. Давайте это будет наша финальная станция на сегодня, станция Октябрьская. Обязательно напишите в комментариях, если вы досмотрели до этого момента, вот до сейчас, обязательно напишите. Обозначьтесь, что вы красавчик. Если вам было не только полезно, но и прикольно, весело, интересно, и вы хотели бы повторить такой формат, тоже пишите, пожалуйста, и мы с вами попутешествуем по каким-то другим веткам метро, может быть, или по веткам питерского метро, или будем ходить по улицам какого-нибудь русского города и читать названия улиц. Желаю вам всего доброго и увидимся в следующем видео. Пока-пока.